Привет всем моим зайчикам и добро пожаловать на канал. Меня зовут Рири. Я парень Омега из мира Омегаверса. И сегодня у нас нестандартный обзор, маленькое интервью, а также чистосердечное, что меня во все это втянули хитрыми уловками и манипуляциями в виде невинных глазок. И я, как типичный должник вёйной мархи, повелся. А кто во всем этом виноват? Создательница данного канала и человек, который меня приютила. Рин. Привет! Привет, зайчики! Боже, как меня давно тут не было! Офигеть, Рири, ты так хорошо выглядишь! Ну, взаимно, учитывая нашу идентичную внешность. Ай, ты не понимаешь. Я о внутренней красоте. Ты смог стать лицом этого канала. Ты тут уже обжился. Зайчики тебя любят. Спасибо. Ты такой скромный сейчас. А в обзорах бушуешь как не в себя. Там я на эмоциях вещаю, а сейчас мы с тобой просто беседуем. Кстати, не поделишься с аудиторией, для каких коварных планов ты меня сюда усадила? Ри, как грубо. Я это все делаю исключительно в целях расширения кругозора и научного интереса. А еще из-за того, что ты пишешь книгу в жанре Омегаверса. Оу. Подловил тебя, да? Пора включать интро. И не забывайте про лайкусики. Сегодняшний обзор действительно не входит ни в одну из ранее освещаемых категорий на канале, потому что мы с Рири решили разобрать Омегаверс с его внутренней, так скажем, стороны. Мне кажется, у многих до сих пор не сформировалось четкое понимание биологии и анатомии в этой вселенной. Вроде основы ясны, но не до конца. Так что сегодня Рири осветит все самые важные ключевые понятия. В конце концов, ему ли не знать? Пожалуйста, перестань коситься на мою задницу. Конечно, не все темы можно на Ютубе открыто обсуждать, так что некоторые уточняющие моменты будут доступны лишь на Бусти. А в версии Ютуба мы их зацензурим вот такой вот полоской Бусти контент. Также хотелось бы внести ясность, что жанр Омегаверса пусть и несет в себя устоявшиеся каноны, но остается довольно гибким жанром, с которым авторы могут легко играться, дополняя или же исключая что-то из своей истории. Поэтому не считайте то, что я говорю, единственным нерушимым каноном. Это лишь общие понятия, от которых можно отталкиваться. Рири вырос в мире Омегаверса, но дабы не ограничивать никого из нашего мира в фантазиях и возможностях, основы своего мира он оставит при себе. Верно? Именно так. В том же жанре фэнтези есть неизменные волшебные расы и магия, но все детали истории остаются на волю автора. Так и в случае с миром Або. Ну и как Рири уже упомянул, а точнее загнал меня в угол, я действительно собираюсь писать рассказ в жанре Омегаверса, так что мне самой пригодится информация из данного видео. Расскажи немного о своей задумке, и после я приступлю к обзору. Ой, ну, это так неловко. Не придуривайся. Работа называется «Утопая в лесу». По-английскому «Drown in the forest». А ты знаешь, как она сокращается? Но почему-то уже не хочу узнавать. Ди. И. Т. Ф. Дит. Я смотрю, ты сейчас просто улетишь от счастья. Специально так выбирала? Нет, это чистая случайность, но как подходит?
подходит. А если бы вместо Т там было Л, тебя вообще размазало, да? Хорошо. Что там по героям? О, они есть у меня. Мне недавно нарисовали шикарный арт со всеми главными действующими лицами. Вот, гляди. Ух ты, какие красивые мужчины. Зацени, какие бубсы у главного героя. Не поспоришь. Короче, вот это главный герой. Вот это любовный интерес. А вот это главный антигерой. Мне нравится, как они друг от друга кардинально отличаются. На самом деле, на этой обложке есть скрытый смысл. Порой за внешними атрибутами скрываются совершенно другие люди. Но чтобы это понять, нужно познакомиться с каждым поближе. Интригуешь. Так, в чем же сюжет? О, Рири! На самом деле в этой истории столько всего, что там просто так все это и не опишешь. Ты опять намудрилась сюжетными линиями? Обожаю крутые повороты, шок-твисты и множество углубленных размышлений. И все же? Если вкратце, то главный герой случайно замечает в больнице, где находится его мама, своего отца. Тот не показывался на глаза 20 лет, но внезапно объявился. За хлебом ходил? В большом количестве. Ну и, конечно же, главный герой хочет узнать, зачем, почему, для чего. Однако ему никто ничего не объясняет. Оставить это просто так он не может. На первых порах чисто из любопытства, а в дальнейшем уже из-за ответственности, желания помочь, уберечь и докопаться до правды, пробираясь через нескончаемые слои скелетов не только в чужом, но и в своем собственном шкафу. Ну, как-то так, вот. Погоди, а с отцом-то герой встретится? Спойлер. Ну, а отец хотя бы знает о существовании сына? Тоже спойлер. Главный герой Альфа? Спойлер! Да нет. Ну, я скажу так. Его вторичный пол играет в истории огромную роль. Да и не только его, если честно. Поэтому, к сожалению, даже такую стандартную мелочь я не могу объяснить без раскрытия других деталей сюжета. Понятно. Но хоть какой-нибудь маленький инсайт. Мама главного героя – мужчина Омега. Спасибо. И один из моих самых любимых персонажей. Его я придумала даже раньше, чем главную тройку истории. А вот это уже настоящая закулисная информация. Ну ладно, думаю, мы уже достаточно поговорили о книге, и можно переходить к настоящей теме видео. Блин, точно, совсем из головы вылетело. Я тогда оставляю тебя с ребятками, не буду мешать вашему уроку. Буду периодически появляться, чтобы вставить 1-2 словечка. Счастливо. Ой, неугомонный человечек. Ладно, о теме видео. Итак, что же все-таки такое омегаверс в общем понятии? Это выдуманная вселенная, в которой у человека есть не только первичный, но также вторичный половой признак. Мужчина и женщина разделяются по системе АБО – альфа, бета, омега. Многое в данной вселенной взято из животного мира, из-за чего большинство произведений данного жанра относятся к рейтинговым работам. Секс является не просто одним из элементов повествования, а важнейшей частью для понимания мира омегаверса. Альфы. Они занимают высший ранг в иерархии. Они от природы харизматичны, умны и преуспевают в лидерских ролях. Подразделяются на доминантных и рецессивных. Характеристики. Альфа обычно намного выше, крупнее и физически сильного, чем представители других вторичных полов. Они агрессивны по своей природе, особенно в молодые годы или в присутствии других альф. Однако, в зависимости от среды, воспитания и жизненных обстоятельств,
Наоборот, способны себя контролировать, сдерживать и не реагировать на раздражители. Они конкурентоспособны и без колебаний продемонстрируют свою власть, если того требует ситуация. Доминируют над бетами и омегами, подчиняя запахам и или командами. Подчинить рецессивного альфу способен только доминантный альфа. Им свойственны территориальность, гиперопека и контроль. В отношениях альфы проявляют крайнюю степень защиты, собственничества и охраны. Адекватные представители делают все, чтобы их половинка чувствовала себя в безопасности, и ради этого они готовы пойти на любой риск. Но в природе оберегать, защищать и при любом признаке волнения устранять причину страха, дискомфорта. Доминантный альфа. Истинная элита даже среди представителей своего пола. Прекрасно контролируют феромоны, способны подчинить собственные воли любого. Обычно рождаются лишь в потомственных семьях альф. Главенство среди доминантов выясняется посредством силы воли, способности давлять над другими запахом, достижений и статуса в обществе. Лучше контролирует себя рядом с течной омегой, однако их гон длится дольше, и в это время они становятся практически неуправляемыми. Рецессивный альфа. Но менее уважаемая категория элиты, обладающая всеми вышеописанными признаками. Однако даже они не способны подавить феромоны доминантов. Хуже контролируют себя вблизи течной омеги, но их гон длится меньше. Им также труднее отдавать команды. Биология. Как и у всех представителей вторичного пола, у альф есть ароматические железы. Феромоны, которые они выделяют, ярко выраженные, подавляющие и густые. Именно благодаря им альфы могут легко держать под контролем других, показывая свои намерения или настроение в отношении какой-либо ситуации. В зависимости от силы воли, рецессивные альфы способны противостоять доминантным альфам, однако подавить их не смогут в любом случае. Над запахом доминантов могут преобладать лишь омеги в период течки. Однако в этом случае срабатывает инстинкт размножения, а не подчинения. У альф заметные острые клыки, которые они используют либо для борьбы, либо для укуса. Внешние признаки могут меняться по воле автора. В моей работе у альф меняется цвет глаз во время использования феромонов и гона. Член альфы отличается от члена мужчина беты, поскольку в его основании находится бульбусная железа, которую называют узлом. Это обеспечивает максимальную вероятность размножения. Женщина альфа способна как оплодотворить, так и родить. У нее есть увеличенный выступающий клитор и внутренние яички. Матка плохо развита, но при необходимости и врачебном наблюдении женщина способна выносить ребенка. Большей проблемой является психологический фактор и отторжение беременности как таковой. Альфе нужно преодолеть инстинкты, природу и собственную волю. Это огромный слом для психики, который женщины альфа вынуждены преодолевать ради продолжения рода чистокровных альф и сильных генов. У них нет месячных или течки. У альф каждый месяц происходит гон, что длится от 2 до 5 дней. В этот период альфы становятся практически неконтролируемыми в своем желании оплодотворить. Доминанты лучше сдерживают желание, однако и они могут впасть в безумие, сравнимое с помутнением рассудка рядом с течной омегой. В этот период альфы становятся более агрессивными, опасными и дикими. Если у альфы нет партнера, он справляется с ненасытной жаждой своими силами. Если же партнер есть, то время они проводят вместе. Ближе к концу цикла альфа становится вменяемым, его азарт стихает. В отличие от омег, общество не требует, чтобы альфа сидели дома, ибо те в любом случае стоят во главе всего, и лишь за ними выбор контролировать свой гон или нет. Омеги занимают низший ранг в иерархии, способны родить вне зависимости от первичного пола.
В их природных инстинктах заложено материнство и забота о других. Подразделяется на доминантных Рири, и рецессивных. Рири, Чего? Чего? не забудь упомянуть о том, что это не относится ко всем омегам. И все зависит от характера человека, от его жизненных обстоятельств, воспитания и личного выбора. Так это и так понятно. Я говорю в общем. Все равно упомяни. А то нам предъявят, что мы всех омег записали в фиалки невинные, а вот Цугуми, Джиин, Чугайн не такие. Ну, да, все так, как и сказала Рин. Омеги все разные, как альфа и беты. Характер от второстепенного пола не зависит. Я говорю больше об инстинктах. Супер, продолжай. Характеристики. Омеги физически слабее представителей всех остальных полов. Однако они известны своей ловкостью и скоростью. Поскольку омеги не обладают достаточной силой для самозащиты, бегство может стать их спасением во многих ситуациях. Омеги мягче на вид. Их телосложение стройное и нежное. Они невысокие и зрительно выглядят более привлекательными для представителей других полов, особенно альф. Омеги легко подчиняются, в период течки становятся совершенно беззащитными и нуждающимися. Они ласковые, любят заботиться о других, а также любят, когда заботятся о них. В зависимости от среды воспитания и жизненных обстоятельств могут проявлять более агрессивное, упрямое, дерзкое, защитное поведение. Однако чаще всего сохраняют спокойствие и мягкость, становятся невероятно территориальными и агрессивными, если чувствуют угрозу своим детям или партнеру. Только омеги могут создать истинную пару с альфой или получить метку. Доминантный омега способен хорошо контролировать свои феромоны, плодовит и фертилен. Благодаря доминантному гену высок шанс родить доминантного альфу. Такому омеге легче забеременеть, роды проходят легче, а возможность выкидыша минимальная. Течка доминантов проходит стабильно и регулярно. Однако без партнера она ощущается тяжелее, болезненнее, интенсивнее и длится дольше. Рецессивная омега испытывает нестабильные выбросы феромонов, которые не всегда способен контролировать. Сами феромоны обладают более слабым ароматом. Низкий шанс родить доминанта. Им тяжелее забеременеть. Сами роды проходят тяжело. Высокий риск выкидыша. Течка без партнера проходит спокойнее, легче и менее болезненно, но может быть нестабильный или нерегулярный. При нахождении пары частота и интенсивность течки увеличивается. Иногда рецессивный омега даже не подозревает о своем настоящем вторичном поле, считая себя бетой. Биология. Ароматические железы омег расположены у основания шеи, запястий. Аромат омеги обычно цветочный, сладкий и очень привлекателен для представителей других полов. Они могут пересилить запахи бета-групп, но никогда ароматы альф, если только у них не течка. Омеги очень плодовиты. Однако пик их плодовитости приходится на период течки, когда вероятность беременности составляет 99%. Размнож омега испытывает проэструс – предтечку. Он может длиться до недели и более, по сути, подготавливая омегу к предстоящей течке. Выделяемый аромат в этот период постепенно становится более сильным. Во время предтечки омега подготавливает пространство, в котором будет чувствовать себя в безопасности и под защитой. Если у омеги есть партнер, то течку она проводит с ним. Если же по какой-то причине тот отсутствует или партнера нет вообще, омега строит так называемое гнездо. Гнездо наполняется предметами, несущими запах близких людей, а также едой и водой. Во время предтечки омеги последовательны, поэтому при желании могут пригласить альфу или бету в свое гнездо, и это является осознанным решением. Омеге сложнее забеременеть, если партнером является бета, но не невозможно. Сразу же после окончания предтечки омега ощущает повышение температуры тела, а также боль в стенках влагалища, что указывает на начало течки. Выделяемый аромат становится еще сильнее
и притягательные, в надежде привлечь возможных партнеров. Течка может длиться от 3 до 10 дней. В этот период омеги не осознают свои действия. Омеги становятся крайне уязвимы. Их поглощает жажда ощутить альфу, что влияет на разум омеги. Поэтому в этот период не следует потакать решениям, принятым из-за отчаяния и неудовлетворения. После течки омеги чувствуют усталость и вялость. Для восстановления они много кушают до момента, пока их уровень энергии вновь не сбалансируется. Омеги подвергаются дискриминации и осуждению со стороны общества именно из-за течек. Несмотря на то, что они не могут контролировать инстинкты, иногда случаются просто непредвиденные ситуации, омег все равно с большой неохотой принимают на работу, считают развратными, грязными, и те часто подвергаются домогательствам. По закону омеги находятся под защитой, и если альфа и бета совершили насилие над омегой, то должны понести наказание. Однако в большинстве случаев омеги остаются в проигрыше. Омеги редко добиваются справедливости, так как многие считают, что те специально соблазняют альф своим запахом, и ответственность за всевозможные ситуации лежит на них. У омег любого пола нет месячных. Они вынашивают ребенка в матке и рожают через влагалище. У женщин омег отсутствует пенис, в то время как у мужчин есть пенис и яички. Вместо ануса или вульвы у мужчин омег имеется клоака, которая затем делится на вагинальный и ректальные каналы. И вагинальный, и ректальный канал имеют клапан, который предотвращает их одновременное открытие. Омеги физиологически никого не могут оплодотворить. Беты – это наиболее распространенный пол, обладающий широким спектром навыков. Беты могут различаться по силе, росту, интеллекту и способностям. Разделяются лишь по первичному полу на мужчин и женщин. Характеристики. Большая часть человечества относится к бета-группе. У них нет каких-то уникальных черт, присущих исключительно их вторичному полу. Для бет основной пол играет гораздо большую роль, чем для альф или омег. Биология. У бет есть ароматические железы, расположенные у основания шеи и запястья. Однако их запахи более приглушенные, чем у альф и омег. Они способны ощущать чужие феромоны, но реагируют на них не так рьяно и не выделяют собственные. В одних произведениях беты могут ощущать феромоны, но сами их не выделяют, а в других они не чувствуют феромоны вообще. К моей работе относится первый вариант. Беты подчиняются приказам альф, могут ощущать страх и давление от их феромон, но в отличие от альф у них нет инстинктов доминирования. Бета может среагировать на течного омегу, но будет оставаться в здравом уме и не впадет в гон. Несмотря на то, что они не выделяют феромоны, их естественный запах тела присутствует, и на него могут среагировать представители других второстепенных полов. Бета не может пометить омегу или быть помеченной альфой. Бывают редкие исключения, когда выясняется, что бета на самом деле рецессивная омега. Причин подобных ошибок множество, начиная от неточности данных при определении вторичного пола до слаборазвитой матки и практически неощутимой течки. Поскольку беты не испытывают гона или течки, их репродуктивная система соответствует их первичному полу. Только женщины беты способны забеременеть, и только мужчины беты могут оплодотворить женщину-бету или омегу. У женщин по мере взросления возникают ежемесячные кровотечения, которые могут длиться от 3 дней до недели. Если бета занимается сексом с альфой и случается сцепка, это может привести к неприятным и даже болевым ощущениям. Поэтому этот момент необходимо предварительно оговорить и подготовиться. Если бета занимается сексом с омегой, то может ее оплодотворить. На зачатие требуется время и усилия, но это невозможно. Однако женщину альфу бета не сможет оплодотворить никогда. А сейчас мы с вами быстренько пройдемся по более-менее известным терминам. Ароматические железы. Они встречаются у каждого вторичного пола.
Самые сильные находятся у основания шеи и на запястьях человека. Они производят полувязкие выделения, содержащие феромоны и другие полухимические соединения. Эти посланники запахов передают такую информацию, как статус, настроение и сексуальная сила. Феромоны. Альфы и омеги способны выпускать феромоны и инстинктивно реагируют на них. Альфы находят ароматы омег привлекательными и наоборот. Альфы также инстинктивно привлекают феромоны, которые омеги производят во время течки. Более того, если происходит продолжительный контакт с течной омегой, большинство альф впадет в гон, что усиливает их желание спариваться и оплодотворять. Омеги в течке также жаждут альфа-феромонов. Однако, если они чувствуют угрозу или стресс, то предпочтут провести время в компании других омег или же бет. У бет нет феромонов, которые они могли бы выпускать или контролировать. Однако их естественный запах тела, усиленный благодаря ароматическим железам, присутствует. Обычно он ощущается как успокаивающий и мягкий. В сексуальных ситуациях запахи омег и бет имеют тенденцию успокаивать. Альфа же используют более слабые феромоны для расслабления и комфорта своего партнера. Чаще всего они выпускают феромоны, если чувствуют потенциальные угрозы, в качестве предупреждения другому альфе или для подавления и демонстрации силы. Альфы – собственники, поэтому часто покрывают своих омег феромонами, таким образом отгоняя потенциальных желающих познакомиться. Это не всегда срабатывает, а более сильный феромон легко перебьет оставленный запах. Самый надежный способ обезопасить омегу – это брачный укус. Во время этого действия в кровь омеги попадает феромон альфы. Их запахи смешиваются и не позволяют другим альфам ощущать аромат меченой омеги. Гон. Это период, во время которого проявляется инстинкт альф, связанный с необходимостью к размножению. Обычно гон происходит каждый месяц, и альфы легко могут контролировать данное состояние. У доминантов он длится дольше, чем у рецессивов, примерно от 2 до 5 дней. Гон может спровоцировать течка, но это не всегда. Течка. Другое название – эструс. Это период репродуктивного цикла, когда омега сексуально восприимчива и показывает, что готова к спариванию. Течка у доминантной омеги наступает раз в 3 месяца и может длиться от 3 до 10 дней в зависимости от окружающей среды, в которой омега находится. У рецессивной омеги все сложнее, так как течка может быть нестабильной, нерегулярной, а иногда не проявляться вообще. После нахождения партнера цикл же наоборот может стать сильнее и чаще. Течку может спровоцировать гон альфы. Не всегда. Смазка. Вещество, выделяемое омегой во время течки. Это полупрозрачная жидкость с приятным запахом. Сцепка. Во время занятия сексом альфа может зафиксировать свой член или клитор внутри влагалища, клоаки во время и после оргазма. Таким образом, увеличивая шансы на зачатие. Сцепка не происходит каждый раз. Обычно это случается во время течки или гона. В таком состоянии узел может находиться от 15 минут до 30, в самом крайнем случае 1 час. Ароматизация. В основном феромоны выделяются из ароматических желез на запястьях, шее, щеках и у омег гениталиях. Поэтому обычно альфы трутся лицом и руками, а вышеописанные места выбраны ими омеги. Это служит еще одним способом, помимо душа из феромонов, чтобы отогнать от омеги других альф. Омеги также могут пометить своим запахом альфу, но обычно они делают это посредством менее конкретного физического контакта, например, через объятия. Не все метки запахом касаются лишь партнеров. Семья и друзья также имеют тенденцию помечать друг друга.
Однако выделяемые феромоны в окружении семьи и платонических друзей полностью отличаются от феромонов рядом с потенциальным или действующим партнером. Метка запахом от партнера сильно отличается от всех остальных. Душ из феромонов. Альфа покрывает омегу своим собственным запахом, словно коконом. Таким образом, во-первых, это служит предупреждением всем желающим посягнуть на уже занятую омегу, а во-вторых, позволяет омеге чувствовать себя спокойнее и безопаснее. Как и любую метку запаха, феромоновый душ может перебить более сильный аромат. Метка альфы. Называется также укус. Это показатель, что омега занята и у нее есть пара. Альфа кусает ароматическую железу омеги, смешивая их феромоны вместе. Представители других вторичных полов перестают ощущать запах омеги, а течку и даже ее приближение может учуять лишь пометивший омегу альфа. Это очень важный и интимный момент для омеги, поскольку метка остается на всю жизнь, за исключением двух случаев. Метка может пропасть, если альфа умрет, и если омега разорвет связь, связавшись с кем-то другим. Однако второй вариант практически невозможен, ибо при попытке спариться не со своим партнером, тело омеги будет физически отторгать подобную связь. Реакция может быть разной. От невыносимой боли, ломки и рвотных позывов до патологического страха и других психологических проблем. Именно поэтому омеги носят защитные ошейники и проверяют поставить метку только тем альфам, которые действительно уверены и хотят разделить совместное будущее. Для них это действительно один раз и на всю жизнь. К сожалению, бывают случайные метки или оставленные насильно. Это самая страшная судьба для любого омеги. Если шея омеги защищена, то обезумевший альфа может попытаться укусить в другое место. Но такая метка не будет считаться действенной и заживет, как самая обычная рана. Сильные, но тонкие ароматические железы находятся на запястьях, но альфе трудно поставить там метку, укусив нужное место так, чтобы впустить свой феромон. Из-за неудобства подобный способ меток в основном используют только омеги, так как запястье альф гораздо шире. Несмотря на то, что поставить метку на руке практически невозможно, некоторые омеги стараются обезопасить и эту часть. В разных произведениях разные варианты, когда метка может считаться действительной. В некоторых ее можно поставить только во время течки омеги или гона альфы. При обычном же занятии сексом метка считается недействительной и через время заживает. В других метку можно поставить в любой момент, вне зависимости ни от чего. К моей работе относится первый вариант. Метка омеги является таким же показателем, что альфа занят и у него есть партнер. Однако очень мало альф позволяют себя пометить. Сделать это можно исключительно во время отбора, что уже трудно осуществимо для омеги в связи с физической силой, феромонами и дикостью альфа в этот период. Альфа должен добровольно подпустить омегу к своей шее или запястью, то есть крайне уязвимым местам. Метка от омеги считается клеймом позора для альфы, ибо тот подчинился нижайшему по иерархии полу и не способен больше оплодотворить никого, кроме пометившей его омеги. В отличие от меченой омеги, альфа может заняться сексом с кем-то еще, не испытывая физического отторжения. Однако феромонов не почувствует даже от течной омеги. Чаще всего омега ставит метку на запястье альфы, так как это место доступнее, чем загривок, и есть место для укуса. Запястья альф широкие. Метка может пропасть только из-за смерти омеги. Крайне редкая концепция в омегаверсе. Обычно альфам никто никаких меток не ставит, и все неприятные последствия укуса несет на себе омега. Но в моей работе есть укус и для альфы. Вносишь немного справедливости в омегаверс? Некоторые герои не носят плащи. Связь — это не просто занятие сексом, спаривание, а более глубокая эмоциональная связь между альфой и омегой. Во время связи
альфа помечает омегу, образовывая между ними неразрывные узы. У них может произойти сцепка, но это не обязательно. Все последующие связи происходят уже с помеченным партнером, поэтому в укусах нет необходимости. Однако подобное приносит чисто физическое и эмоциональное удовольствие обоим партнерам. Самой важной связью считают ту, во время которой была оставлена метка. Истинные – это пары, которые идеально подходят друг к другу. Их феромоны прекрасно сочетаются и дополняют друг друга. После встречи они могут думать лишь о том, что хотят быть именно с этим альфой-омегой. Их непреодолимо тянет друг к другу. Нахождение поды превращается в настоящее мучение. Истинные сразу же понимают, что они связаны чем-то большим, нежели обычным инстинктом. Это редкое явление, поскольку встретить настолько подходящего тебе человека невероятно трудно, даже обладая способностью ощущать чужие ароматы. По этой причине большинство людей даже и не мечтают встретить истинного, предпочитая более рациональный подход к жизни. Кто-то же верит и надеется, но за всю жизнь так и не находит свою предназначенную половинку. А кто-то влюбляется, вступает в брак, занимается сексом, планирует детей, но совершенно внезапно встречает истинного, и каждая клеточка тела начинает жаждать именно этого человека. Что делать в такой ситуации, решать только по встречавшимся. Истинными могут быть пары, состоящие исключительно из альфы и омеги. В каких-то работах истинные вполне реальное, хоть и редкое явление. В каких-то нечто сродни красивой сказки, легенды. К моей работе относится первый вариант. Гены делятся на доминантный и рецессивный ген. Первый всегда будет превалировать над вторыми. Для омег гены не так важны, хотя доминанты более желанны, ибо им проще контролировать свои феромоны, течку, а беременность проходит без осложнений. Однако именно в семьях альф тщательно соблюдается чистота генов, так как именно их статус и доминирование над остальными определяет, какую нишу они занимают среди элиты. Даже среди доминантных альф есть более сильные индивидуумы, способные подавить не только феромонами, но и достижениями на мировом рынке. Ошейник и напульсники. Один из способов омегам обезопасить себя. Самая сильная ароматическая железа проходит через загривок. Именно поэтому омеги стараются защитить самое уязвимое место при помощи жестких, обычно кожаных, ошейников. Их не получится пропустить даже во время лона. Чем качественнее ошейник, тем он дороже. Обезумевший альфа может попытаться укусить за другие места, где учует выделяющийся феромон, но действенной считается лишь метка, поставленная на шее. Сильные, но тонкие ароматические железы находятся также на запястьях. Но альфе трудно поставить там метку, допустив нужное место так, чтобы можно было впустить свой феромон. Из-за неудобства подобный способ меток в основном используют только омеги. Несмотря на то, что поставить метку на запястье практически невозможно, некоторые омеги стараются обезопасить и эту часть. Гнездование. Присущая лишь омегам привычка. Они строят так называемые гнезда для успокоения, снятия стресса, своего комфорта и безопасности. Чаще всего омеги делают это во время течки, вдали от партнера или беременности. Часто омеги даже не осознают, что строят гнездо, пока кто-нибудь не укажет на это. Они используют предметы с ароматом своего партнера, семьи или даже близких друзей. Омеги могут стать агрессивными, если кто-то попытается войти, потревожить гнездо без разрешения, поскольку это их личное пространство. По мере приближения течки и народов проводят в гнезде все больше времени, чаще всего вместе со своим альфой. Приказ. Это команда, отдаваемая альфой и заставляющая представителей других вторичных полов подчиняться независимо от их мнения или согласия. У альфы должна быть сильная воля и подавляющие феромоны для того, чтобы приказ подействовал. Для доминантов приказ естественен.
рецессивным дается сложнее. Пение используется альфами исключительно для успокоения своего партнера. Это нежный гортанный звук. Противоположность есть рык, издаваемый во время угрозы как предупреждение. Рык одному альфе другому считается вызовом. Ну и теперь дополнительные, не особо важные, но все-таки значимые для мира мегаверса данные. Тест на определение вторичного пола. Свой вторичный пол человек узнает примерно в 10-13 лет. В этот период каждый ребенок должен пройти обследование для того, чтобы предварительно подготовиться к так называемому созреванию. Созревание может длиться до подросткового возраста или до 20 лет. После прекращения взросления они считаются полноправными взрослыми в глазах общества. Созревание – крайне важный момент для омег и женщин бета. Первые впервые испытывают течку, а вторые – менструацию. Бывают случаи, когда тест может дать неверный или примерный результат. К примеру, когда вторичный пол у родителей различается. В этом случае ребенку нужно будет сделать повторный тест в более позднем возрасте. Многие рецессивные омеги по этой причине могут долгое время считать себя бетами. Половое созревание. Это период, когда вторичный пол человека начинает влиять на него биологически, так как выработка гормонов и феромонов усиливается. При рождении можно определить только мужской и женский пол. Однако в особых обстоятельствах врачи могут предварительно узнать и вторичный. У мальчиков половой член будет иметь преждевременно узловатую структуру. Анусы мальчиков омег представляют собой клоаки и разделяются на отдельные вагинальные и ректальные проходы. Девочек альф также можно отличить от бет и омег, поскольку у них есть внутренние яички, которые легко видны на МРТ. Однако девочек бет и девочек омег нельзя достоверно отличить до того момента, пока у первых не начнется менструация, а у вторых – эстральный цикл. Супрессанты – подавители. Это таблетки или инъекции, которые позволяют омегам контролировать свои феромоны и понижают вероятность возникновения течки. Принимается примерно за неделю до наступления течки. Как и любой препарат, подавитель должен быть подобран индивидуально и приниматься строго по предписанию врача. Увеличение дозы может привести к непредсказуемым последствиям. Некоторые альфы тоже принимают подавители, чтобы не среагировать на течную омегу и не впасть в гон. Стимуляторы – противоположные подавителям, способны насильно вызвать течку, считаются опасным препаратом и продаются строго по рецепту. Нелегальные продажи стимуляторов крайне высоки. Беременность. Выносить ребенка могут женщины беты, женщины альфы и омеги любого пола. У альф узкие бедра, поэтому им с большой вероятностью потребуется кесарево сечение. Если же женщина здорова, соблюдала все предписания врача и психологически настроила себя на роды, то она вполне может родить вагинально. Бедра мужчин омег, как правило, немного уже, чем у женщин бет или женщин омег. Однако во время беременности их тазовое отверстие расширяется, поскольку связки крестцово-подвздошного сустава ослабевают значительно больше, чем у женщин. После первой беременности бедра мужчин омег сохраняют более широкую форму. У них также происходит лактация, однако лишь во время и после беременности. Грудь мужчин не сильно увеличивается, оставаясь небольшой. Может увеличиться до размера чашечки А. Бета и омега женщины также кормят грудью, а вот у альфа женщин лактации нет. Их грудь не содержит железистой ткани, вырабатывающей молоко. У всех беременность протекает по-разному. Многое зависит от окружения, комфортной среды, партнера и здоровья будущей матери. Часто, не всегда, омеги самоизолируются или становятся враждебными по отношению ко всем, кроме близких родственников и своего партнера.
Если к ним приблизится незнакомец, они могут спрятаться за свою пару и даже начать рычать на потенциальную угрозу. Альфы также очень защищают беременных омег, становясь враждебными по отношению к другим. Впрочем, большинство омег сохраняют спокойный, а иногда даже веселый настрой, желая поделиться своим счастьем с другими. Они не теряют бдительности, однако, чувствуя безопасность со стороны партнера и комфортные условия, знают, что их защитят, им не нужно сражаться и выживать, дабы сберечь потомство внутри себя. Дети могут появиться на свет от пары альфы и омеги, мужчины беты и омеги, мужчины альфы и женщины альфы, мужчины беты и женщины беты. Омегам сложно забеременеть от бет, но возможно. Женщинам альфам забеременеть от мужчины беты нереально. У рецессивной омеги больше шансов родить омегу, чем альфу. У пары из альф всегда рождается только альфа, у пары из бет всегда рождается только бета. Гены рецессивности и доминантности зависят от родителей. Например, доминантный альфа и доминантный омега. Родится либо альфа, либо омега, но всегда с доминантным геном. Доминантный мужчина альфа и доминантная женщина альфа. Родится только альфа с доминантным геном. Доминантный альфа и рецессивный омега. Родится либо альфа, омега, либо с доминантным, либо с рецессивным геном. У пары двух родителей с рецессивным геном родится только рецессивный ребенок. У пары с разными генами неизвестно до момента рождения. Если пара состоит из беты и альфы, или беты и омеги, при этом ребенок рождается не бетой, то его ген рецессивности, доминантности зависит от родителя А или А. Семья. Молодые омеги и альфы могут спокойно проводить свои первые течки и невон в родительском доме, ибо дети генетически наследуют часть запаха обоих родителей. При взрослении у ребенка формируется и возобладает его собственный аромат, но остаточные отголоски родительских феромон все равно присутствуют. При ощущении собственного запаха срабатывает отторжение, а инстинкт стаи пересиливает желание спариваться и оплодотворять. Это же относится к родным братьям и или сестрам. Некоторые могут переступить психологический барьер касательно кровных уз и поддаться инстинктам. Но в таком случае подобная личность перестает считаться семьей. Родство. Название родственников в омегаверсе практически ничем не отличается от стандартных обращений. Однако к родившему омеге мужчине обращаются как к матери. Это же относится к женщине омеги, бете, альфе. Могут быть вариации ма, мама, мать. Если же оплодотворила женщина альфа, то она, соответственно, становится альфом, папой, па. Для мужчины альфа-беты все стандартно. В основном вся остальная терминология соответствует первичному полу. То есть, если у пары родился мальчик-омега, то он сын. Если девочка альфа, то дочка. И так далее. В каких-то работах используют более нейтральный вариант ма-па. Или все равно пишут папа, папочка, папуля. Но к моей работе относится классический вариант обращения к МО, то есть к мужчине омеги, то есть мама. Спасибо, Арин. Брак. Независимо от первичного и вторичного пола, достигшие совершеннолетия люди могут вступить в брак. Некоторые и пары связываются прямо во время свадебной церемонии или в первую брачную ночь. Подобные аспекты зависят лишь от пары и того, как она хочет провести торжество. Часто будет спор насчет обращения родственников к супругам или друг к другу. Жена, невестка, муж, зять в отношении мужчины омеги и женщины альфы. Но обычно это просто заранее обговаривается парой. То же самое относится и к официальным документам. К примеру, если мужчина омега согласен стать женой, то он должен заранее подтвердить, что готов расписаться
под этим свидетельствие о браке. Ориентация. В мире омегаверса существуют традиционные пары, принимаемые обществом, и нетрадиционные, считающиеся недопустимыми или странными. Я не буду расписывать вам здесь абсолютно все возможные варианты, а просто покажу текстом. Можете поставить на паузу и прочитать, если хотите. Ну а мы двигаемся к последнему пункту. Смерть. Боль от утраты близкого человека присуща каждому человеку, независимо от его первичных или вторичных половых признаков. Однако для нечестных и истинных партнеров это подобно смерти в буквальном смысле. Если один из пар умирает, то оставленная им метка исчезает, а окружающие вновь могут чувствовать феромон. Пары со связью ощущают изменения в феромонах друг друга, в том числе эмоции, пожелания и даже невысказанные мысли. Ощущение медленно исчезающего феромона твоей пары способно довести до глубочайшего шока или истерики. Истинные же испытывают настолько невыносимую боль, что от отчаяния, состояния аффекта могут попытаться свести счеты с жизнью, навредить окружающим, испытать паническую атаку, либо впасть в беспамятство или даже в кому. Потерявший метку омега-альфа через время может повторно вступить с кем-то в пару, если чувствует, что способен на это. Если у вдовца остался ребенок от умершей пары, то он может либо разделить воспитание его со своим новым партнером, либо дождаться совершеннолетия ребенка и строить личную жизнь уже после этого. Потерявший истинного не вступает в новые отношения и до самой смерти оплакивает свою пару. Ну, наверное, это вся основная информация, которую стоит знать об омегаверсе. Все остальное остается на волю автора. Кстати, насчет автора. Рим, возвращайся. Тю-тю, все рассказал? Да, думаю, на этом все. Ну, не совсем. Ты о чем? Я уверена, что многим интересно узнать. Пожалуйста, не сверкай так радостно мне в лицо. Из-за этого я понимаю, что ты что-то задумала, и меня это пугает. Рири, Рири. Не от меня. Не от меня. Рири. Что? Чего? А у тебя до сих пор течка происходит? Ты реально решила спросить у меня вот это вот на всю аудиторию? Что естественно, то не безобразно. В вашем мире беременные мужчины, у которых периодически что-то выделяется из интимных мест, не совсем естественное явление. Ну, кое-что у них все же выделяется. Фу, Лисин. Я обожаю свой юмор. Ой, ладно. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! А что будет, если в нашем мире внезапно, вот так же, как ты, вдруг появится альфа? Думаешь, я сразу у него на шее повисну и буду требовать себе метку? Да нет. Нет, просто станет же сложнее, верно? Наверное. Но пока такого нет, так что я не буду об этом сейчас задумываться. Я свободен и счастлив как есть. Прекрасно понимаю, у меня то же самое. Я буду лучше вместе сводить 2D мужиков. Пора заканчивать это видео.
Подписывайтесь на Бусти, пожалуйста. Там все видео появляются гораздо раньше, чем на Ютубе. Там же выкладывается более откровенный и взрослый контент. Все, что было зацензурено в этом видео, для Ютуба на Бусти будет выложено в открытую. О, и там же я буду выкладывать отрывки из своей книги. Маленькие дразнящие превью. В Телеграме проходит голосование за новые видео. Именно вам предоставляется возможность выбрать, о чем будет следующий обзор. В ВК много разговорчиков, инсайдов и рекомендаций. В ТикТоке нарезки. И, конечно же, подписывайтесь на оба канала, игровой и с обзорами. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, включайте уведомления. Спасибо за внимание и до встречи в других видео. Пока-пока.